Я не буду делать долгое интро. Это один из самых крупных проектов в Казахстане, друзья. Проект Kaspi KZ. И на сцене со своим спичем выйдет Михаил Ламтадзе, друзья. Уважаемые друзья, аплодисменты Михаил Ламтадзе. Всем добрый день. Я бы сегодня хотел поделиться, как мы работаем в Kaspi, запускаем продукты, принимаем решения. У нас самое главное – это миссия компании. Во многих компаниях миссия остается только на бумаге. Вот. У нас миссия – это создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов. И когда мы говорим про миссию, у нас, соответственно, изначально не было заложено никаких ограничений с точки зрения продуктов, которые мы хотим запускать. Мы никогда не говорили, что у нас только банковские продукты, или у нас только платежные продукты, или у нас электронная коммерция. То есть мы, в принципе, сказали, что мы бы хотели запускать все инновационные сервисы, которые будут улучшать жизнь нашим любимым клиентам, и ими важно пользоваться каждый день. Улучшать жизнь – это очень важная часть нашей миссии. Для того, чтобы мы их постоянно делали, и клиенты ими или партнеры ими пользовались, нам очень важно, чтобы продукты были качественными. Когда мы говорим про Kaspi, Kaspi – это компания, у которой очень уникальная бизнес-модель в сравнении с любой другой бизнес-моделью или страной. То есть, с одной стороны, это есть суперприложение для физических лиц, и с другой стороны, суперприложение для предпринимателей. В основном это малый и средний бизнес. Теперь, суперприложение является очень популярной темой. Приложения, в которых внезапно появляется больше, чем одной какой-то разнообразной задачи, все начинают себя называть суперприложением. Но Kaspi является единственным примером в мире, когда суперприложение с таким набором самых разнообразных сервисов, которым пользователи или партнеры регулярно пользуются для развития своего бизнеса и улучшения своей жизни, таких примеров в мире нету. Два суперприложения – это не просто по отдельности у нас приложения. У нас приложения общаются друг с другом. Ну, то есть, грубо говоря, приложение для физических лиц, с одной стороны, приложение для предпринимателей. Больше, чем 13 миллионов пользователей со стороны Kaspi KZ приложения и 500 000 компаний по всей стране. Платежная система соединяет эти оба приложения. То, что вы видите, например, на своей ежедневной жизни, это когда вы QR оплачиваете где-нибудь, допустим, покупать товар и оплатили через QR. Это фактически мгновенно произошло взаимодействие между вами, как покупателем товара и услуги, и компанией, которая получила оплату. Финансовые услуги. Мы предоставляем финансовые услуги как пользователям, так и предпринимателям. Предпринимателям для того, чтобы они расширяли свой бизнес и росли, создавали рабочие места, а для пользователей и граждан для того, чтобы у них расширялись финансовые возможности. Мы также e-commerce. E-commerce – это когда у предпринимателя есть возможность продать свой товар, а у покупателя есть возможность его купить. И предприниматели, соответственно, размещают свой товар и таким образом могут увеличивать свои продажи с помощью нашей технологии. Ну и доставка. Мы Kaspi Postomat запустили несколько лет назад. Если кто-то из вас пользовался поштоматами, это уникальная возможность, когда удобно, быстро можно в любое время забрать свой товар. И вот доставка тоже соединяет продавцов с покупателями. И вместе эти два приложения, они, соответственно, развивают торговлю и, с одной стороны, расширяют бизнес, увеличивают продажи предпринимателям, с другой стороны, упрощают и облегчают жизнь обыкновенным людям. Когда я говорю, что показатели один из самых лучших, это в сравнении с любыми другими компаниями, которые так или иначе говорят, что у них есть что-то похожее на суперприложение. Вот Kaspi является вторым лучшим в мире по показателю вовлеченности в приложение. То есть вовлеченность в приложение – это, грубо говоря, 65%. Это значит, что из 100 человек, которые ежемесячно посещают приложение Kaspi KZ, 65 посещают это приложение ежедневно. Единственное приложение в мире, которое показывает лучший результат, чем Kaspi, это WeChat в Китае. Но WeChat также предоставляет развлекательный контент, игры и предоставляет также возможность чата. А в Kaspi у нас все вокруг вещей, которые прям непосредственно улучшают жизнь. Когда мы говорим это приобрести товар или предоставить финансовые услуги или сделать оплату. То есть это второе в мире по показателям вовлеченности среди приложений. Если посмотреть, там PayPal, там 12%, здесь игроки, которые перечислены, WhatsApp. То есть мы более
эффективный с точки зрения бизнес-модели и показывает более лучшие показатели, чем тот же WhatsApp. Когда я все это говорю, я не сделал сразу вводный, я просто, у меня как бег с препятствиями был, пока я до вас добрался. Поэтому немного опоздал. Но это все же сделано в Казахстане. И каждый из вас, который здесь стоит, вот я смотрю на вас, и мне прям безумно приятно, ребят, вы же пользуетесь нашими продуктами, вы нас вдохновляете, спасибо вам большое, нашим партнерам, нашим клиентам, спасибо за то, что вы вдохновляете нас создавать такие крутые сервисы. Хотел бы немного показать, немного истории. В принципе, всегда интересно посмотреть назад и сказать, что, почему, когда делали. Например, коммунальные платежи мы запускали в 2012 году. Коммунальные платежи точно так же существовали, каждый из нас их оплачивал. Но там была одна проблема. Надо было стоять в очередях и платить комиссию. Если ты даже не стоял в очередях и даже были онлайн-сервисы, ты все равно должен был платить комиссию. Поэтому мы сказали, сделаем коммунальные платежи бесплатными, полностью онлайн. И этот сервис был одним из первых, который мы запустили в онлайн. Интернет-магазин. Идея интернет-магазина у нас родилась. У нас все идеи рождаются на очень простых вещах. То есть интернет-магазина идея родилась в том числе, что я хотел купить компьютер. Я пошел в магазин и там, не знаю, полчаса потратил на то, чтобы выбрать комп. Потом после этого мне сказали, что вы знаете, у нас этой модели сегодня нету. Нет, то есть у нас эта модель есть, но у вас есть скидка 10%, мы открываемся в променаде завтра. Вот если вы туда пойдете, этот компьютер там будет, вы получите скидку 10%. Ну и как раз я пошел в променад. В итоге там оказалось, что скидки есть на все, кроме этого компьютера. Я как человек добросовестный вернулся в первый магазин, потому что хотел уже у того продавца купить, с которым общался. Тот продавец, мы снова полчаса поговорили, подтвердили комплектацию, а потом мне говорят, ой, извините, этот компьютер, оказывается, у нас открытый уже стоит, он на полке. И он уже не новый, распечатанный, я не знаю, вот хотите, не хотите. Но я сказал, нет, спасибо, больше мне не надо. Это уже день третий был. То есть первый день, пойдите в променад, второй день, пошел в променад, не получил скидку, вернулся. Третий день, иду в другой магазин. В другом магазине купил компьютер, но оказалось, что нету принтера, который подходит этому компьютеру. Потом мне пришлось возвращаться снова в первый магазин, в котором был этот принтер. Вот так я 4 дня покупал компьютер и принтер. В итоге мы сказали, почему мы не можем организовать маркетплейс, на котором можно сравнивать цены от самых разных продавцов и приобрести товары с бесплатной доставкой. И так в 2014 году родилась у нас идея интернет-магазина. Это был интернет-магазин, который мы начинали с электроники, с нашими партнерами, и дальше продолжаем его развивать. Одна отличительная связь нашего интернет-магазина, отличие от других. Мы успешно конкурируем со всеми зарубежными площадками. Когда мы запускали интернет-магазин, AliExpress был в Казахстане, это международные компании торговали. Сейчас мы успешно конкурируем с такими компаниями, как Озон, Wildberries, потому что мы в первую очередь сделали платформу для помощи предпринимателям Казахстана. То есть на нашей площадке нету товара, который, например, вы можете купить с Китая и его привезти. Или вы можете купить с России и его привезти. То есть мы работаем в основном и в приоритете с казахстанским бизнесом и стараемся его поддерживать для того, чтобы он развивался. И успешно конкурируем с иностранными площадками. Каспи бонус, бонусную программу запустили в 2014. В 2015 году мы запустили Каспи Голд. Все, наверное, знают Каспи Голд. Когда мы думали о том, чтобы запустить Каспи Голд, был один факт, который просто полностью нас шокировал. Мы просто посмотрели и увидели, что за карточки Голд берут 30 тысяч тенге годовое обслуживание. То есть эти карточки были золотые, платину, не знаю, это, в смысле, и не платину, и не золото, это пластик красивый. И за него берут 30 тысяч. Мы сказали, в смысле, как можно за пластиковую карту взять 30 тысяч в год? И мы сказали, что мы сделаем самую выгодную, самую дешевую золотую карту, озолотим всех наших любимых клиентов и сделаем ее самой супер удобной. В итоге в 2015 году мы начали делать Gold, и потом после этого все поменялось на рынке, теперь вы не найдете нигде карточек премиальных с такими бешеными условиями. Все стараются уже нормальные условия предлагать клиентам. Но здесь вопрос не только в карточке, но здесь такие уникальные сервисы есть, например, как прям пин-код можно в мобильном приложении поменять, можно оплату в интернете своей безопасностью управлять, можно через QR платить. Ну и, конечно, переводы, которые мы запустили на основе Каспи Gold. Каспи Red, возможность покупок в рассрочку. Переводы, которые мы запустили без комиссии, это полностью поменяло всю ситуацию с точки зрения наличных платежей. И сейчас, в принципе, наверное, Казахстан является одним из лидеров в мире по уровню проникновения безналичных платежей и безналичных переводов. Каспи Жума в 2018 ID – это технологии
безопасности, с помощью которых мы убеждаемся, что деньги наших любимых клиентов находятся в сохранности. QR. Мы, как компания, всегда любим конкурировать сами с собой. То есть сначала мы запустили пластиковую карту, красивую карту, ну реально красивая. Но она все-таки пластик, и она все-таки карта. Потом мы запустили без комиссии переводы по мобильному телефону. Тоже были одними из первых. А потом мы сказали, вы знаете, вот пластик не нужен. Ну, зачем вам пластик? Можно же все сделать с мобильного телефона. И потом мы запустили QR. Вот в 2019 году мы запустили QR. Это буквально на самом деле произошло всего лишь 3 года назад. Никто не верил, что проникновение QR будет таким высоким в Казахстане, и мы достигнем какого-либо успеха. В Бразилии пытались. Единственная страна, где это получилось, это Китай. Вот, и, соответственно, мы фактически взяли и изнутри, можно сказать, создали сервис, который конкурирует с пластиковой картой. Вот, и QR теперь является самым популярным методом оплаты в стране и является одним из инструментов тоже инноваций. Ну и карта тоже есть, она по-прежнему красивая, но QR-код это, по-моему, уже 95% всех вообще платежей и транзакций, которые происходят. Ну, картомат – это совершенно уникальное устройство, которого вообще нигде нету. И уникальность устройства заключается в том, что оно печатает карту за 60 секунд, если это первая карта, именную, и за 45 секунд, если он разогрелся. Вот, соответственно, за 45 секунд читает именную карту. Но вы видели, когда гости приезжают в Казахстан и особенно старались получить платежную карту, то, конечно, у всех был шок, что можно за 60 секунд получить именную карту, и она прямо в руки тебе падает, прямо на твоих глазах, она печатается и производится. Такого устройства нигде нету в мире, и это был совершенно уникальный для нас проект. Кстати, все это сделано в Казахстане, дизайн сделан в Казахстане, производим мы тоже в Казахстане и устанавливаем как бы у себя и по всей стране. Вот, мы также сказали, что если у нас можно оплачивать там, коммунальные платежи, получать финансовые услуги, заказывать товары с бесплатной доставкой, там, платить в магазинах, почему нельзя запустить авиабилеты покупку? Ну, потому что это совершенно такой онлайн-сервис. Вот мы запустили авиабилеты в 2020 году, Kaspi Travel. Вот, сейчас это номер 1 на рынке агентства по продаже авиабилетов в стране. Госуслуги у нас начались с переоформления автомобиля. Когда я рассказываю, потому что мы публичная компания, я езжу по всему миру и просто рассказываю людям, что за чашкой кофе или чая там вечером можно продать и переоформить автомобиль, и все это происходит в мобильном приложении. Люди просто падают, ну, они просто полностью шокированы. И первый сервис, который мы запустили с госуслугами, один из основных, был как раз переоформление автомобиля. Это случилось всего в 2020 году. Постаматы в 2021, когда удобно забирать по дороге домой. ЖД-билеты в 2021 мы добавили к авиабилетам. Ну и в ЖД-билетах мы, кроме того, что даем возможность покупать билеты, мы его постоянно улучшаем, я об этом тоже немножко расскажу попозже. Интеллектуальный консультант, про искусственный интеллект очень много разговоров. Вот у нас есть Руслан. Руслан, я не могу сказать, что он отличник, честно, когда он делает работу за более чем 1000 человек. Вот это технология на искусственном интеллекте, когда вы звоните нам или общаетесь по нашему чату, с высокой вероятностью, как бы Руслан подключается и начинает вам предоставлять ответы. И мы его постоянно обучаем. Искусственный интеллект – это технология, которую нужно постоянно обучать. Вот я вам могу сказать, что точно не отличник, но, честно, я думаю, что он лучше, чем троечник, но он почти на 4. Вот. И мы работаем над этой технологией, и чем больше мы ее используем, тем лучше она работает. Но вот Руслан делает у нас работу где-то 1000 человек, и это одна из самых современных технологий, даже в сравнении с любой компанией в мире. Цифровые документы, которые мы запустили вместе с госорганами, точно так же являются одним из уникальных сервисов. Замена водительских прав, ну это совершенно уникально. Да, вы можете сфотографировать себя в приложении и подписать. Как часто бывает в документах, вам первая фотография не нравится, ваша подпись не нравится, поэтому вы можете переделать фотографию, переделать подпись и снова выпустить себе водительские права. Объявления, где мы сейчас особенно занимаемся разделом услуги, и продукты питания, которые мы также запустили в 2023 году. Это уже такой проект очень большой совместно с сетью Magnum. Ну и туры мы недавно запустили в 2023. Вот если это все назад отмотать, да, то есть финансовые услуги, платежи, электронная коммерция, авиабилеты, ЖД-билеты, цифровые документы, там, замена водительских прав, но я не буду все это перечислять, вот при приложении с таким набором функционала в мире нету.
Есть приложения, у которых есть то, чего у нас нету. Например, у нас нету развлекаловки, у нас нету музыки, и у нас нету кино, у нас нету такси, и у нас нету чата. Вот. Ну, можно было добавить пока, но ладно, я не буду. В 2019 году мы с ужасом поняли, что наше развитие безналичных платежей опережает, то есть деньги-то есть у нас в мобильном приложении, а терминалов нету у партнеров. То есть в то время, когда мы начали этим заниматься, было всего лишь около 100 тысяч терминалов по всей стране. И мы сказали, что мы предоставим 300 тысяч терминалов или устройств нашим партнерам бесплатно. Вот. И мы уже по сегодняшний день 500 тысяч, 500 000 терминалов и устройств предоставили казахстанским компаниям по всей стране, особенно малому и среднему бизнесу. Счет можно открыть полностью онлайн, кредит получить. Мы около 800 миллиардов тенге за 9 месяцев этого года предоставили кредитов нашим партнерам. Логистическая платформа может доставлять по всей стране. У кассира есть приложение. Удаленную оплату можно выпустить, сделать. Маркетинг, рекламировать товары, акции запускать. B2B платежи делать. И налоги. Отчеты как сдавать, так и оплачивать. Аналитику продаж смотреть. Каспий-кассу совместно с Министерством финансов, КГД, Министерством цифровизации и НИД. Мы делаем проект, когда у партнеров есть возможность получить кассу и получить ее бесплатно. То есть некоторые компании на данный момент 30-50 тысяч тенге в год платят только за то, что иметь возможность получить кассу, подключиться к базам данных и так далее. Налоги за работников можно оплачивать, размещать товары можно. И приложение для курьера мы запустили совсем недавно для того, чтобы эффективность улучшить нашей доставки. То есть в итоге, если вы посмотрите, с одной стороны у нас вот этот приложение для физических лиц, где фактически вся деятельность вокруг регулярных задач, кроме некоторых сервисов, которые я перечислил. И есть еще приложение для предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которое помогает им развиваться. Вот. Как мы стараемся создавать сервисы. То есть очень важно, во-первых, что миссия, с которой я начал, это является самым важным, наверное, для нас. Когда мы говорим, что компания хочет стать инновационной, то есть инновационная компания – это та компания, которая делает качественные сервисы, которым пользуются клиенты. Если у тебя сегодня сервисы некачественные, не имеет никакого значения, какую технологию ты применишь, насколько крутой сервис ты сделаешь следующий. Потому что люди тупо твоим сервисом пользоваться не будут. У тебя сегодня и сейчас должны быть довольные клиенты, которые пользуются твоим сервисом. Только в этом случае они будут пользоваться твоим следующим сервисом. И потом следующим. И самая большая ответственность как раз на Каспи в том, чтобы мы убеждались, что наши сервисы качественные. Если мы ошибаемся и качество не соответствует нашим ожиданиям, мы должны быстро исправить или грохнуть этот сервис. То есть если мы его не можем улучшить, какой бы классный прибыльный сервис не был, мы не будем его дальше внедрять. Инновации без ограничений в компании нету бюджетов. То есть, грубо говоря, ни одного случая не было, чтобы пришли ребята, мы сидели, принимали какие-то решения по продуктам, и внезапно команда сказала бы, вы знаете, а вот у нас нету бюджета, чтобы 300 тысяч терминалов бесплатно раздать всей стране, которые специально для нас сделаны, или картоматы сделать, которые за 45 секунд. То есть мы никогда не думаем бюджета, мы говорим, если есть возможность, чтобы наши любимые клиенты за 45 секунд получили карту именную, то есть мы должны найти решение, и это решение качественно внедрить. То есть у нас нету такого, чтобы кто-то сказал, у нас нету бюджета. Команда – это как Каспий организован. Каспий организован немного по-другому от других компаний, также технологических компаний. То есть у нас есть у каждого сервиса есть ответственный, у каждого сервиса есть соответственная команда. То есть что это означает? Грубо говоря, например, когда вы приходите в небольшой магазинчик покупать, и там работает сам хозяин этого магазина. Вот он с вами общается, он принимает решения, он понимает, что каждый человек, с которым ты общаешься, то есть ты ему должен предоставить качественный сервис, потому что ты знаешь, что если ты ему качественный сервис не предоставишь, то, соответственно, он тебе не вернется потом. Когда у тебя сеть супермаркетов, например, ты уже не можешь каждому человеку предоставить обслуживание индивидуально, поэтому тебе нужны какие-то процессы. И вот компании начинают строить процессы, измерять эффективность, но они как раз теряют вот эту ответственность, которая есть между клиентом. Поэтому мы сказали, что за качество услуг не может отвечать какой-то бизнес-процесс умный. За услугу, за продукт, сервис, бизнес должен отвечать конкретный человек. Вот. Поэтому если вы, например, любой продукт можете назвать, и за этим продуктом стоит конкретное имя и фамилия человека в Каспи.
И также за ним стоит команда разработки, дизайна, UX, если нужно даже юридическая команда, то есть команды все организованы вокруг продуктов. Ну и там ключевое количество людей всегда около 10 до 15 человек. То есть они, грубо говоря, в принципе, все помещаются в одной комнате для того, чтобы пообщаться. И мотивация на качество. В Каспи почти ни у кого нету мотивации на чистую прибыль. Мотивация на прибыль и на финансовый показатель есть у очень ограниченного количества людей. Даже не мотивация просто, а то, что мы как бы смотрим, убеждаемся, что компания находится в здоровом состоянии. То есть в основном у всех мотивация на качество. Как продукт должен быть качественный, по нему должно быть минимальное количество звонков, по нему должен быть минимальное количество инцидентов, скорость должна быть в зависимости по требованиям, которые мы поставили этому продукту и так далее. То есть это очень сильно отличает нас от многих компаний, и, наверное, не только в Казахстане, а по всему миру. Вот, как у нас рождаются идеи? Номер один всегда это обратная связь от любимых клиентов. Но вы не представляете, вот я общаюсь с компаниями там в Латинской Америке, там, в Польше, и я с удивлением как бы нахожу, когда я спрашиваю, а вы когда последний раз послушали звонок клиента к вам, который позвонил и пожаловался? Ну, просто такой простой как бы тест. Вы не представляете, там, наверное, очень редко, может, 1 из 5 скажет, что ну да, типа послушал. Оценка качества, то есть должны быть цифры, по которым вы можете оценить. Например, в нашем случае мы сейчас в мобильном приложении с высокой вероятностью вы увидите следующий клиентский опыт, вы воспользуетесь каким-то сервисом, через какое-то время к вам придет вопрос, оцените, пожалуйста, качество сервиса. Там будет 3 смайлика, да. И если вы нам поставите негативную оценку, мы обязательно вам перезвоним и попросим вас, расскажите, пожалуйста, что случилось. И в итоге за счет вот такой обратной связи от клиентов и за счет оценки качества на цифрах мы постоянно можем улучшать. Я возвращаюсь просто к своему изначальному комментарию, что если кто-то хочет заявить себя инновационной компанией, эта компания должна делать суперкачественные продукты. Инновационная компания – это не только технологии, это не только там ходить и в костюме, там, и в порванных джинсах. Это делать крутые продукты, которые клиенты любят. И для этого очень важна обратная связь и оценка качества. Личный опыт пользования. Мы делаем продукты как для самих себя. Вот, сотрудники, очень часто мы просто тестируем продукт на сотрудников, мы делаем обыкновенно там свою группу и начинаем этот продукт сами тестировать между собой. Вот, и мировой опыт. Мы, конечно же, берем лучший мировой опыт, который существует. То есть компании, на которых мы учимся, это Apple, Google, Amazon и многие другие. Каким образом мы реализуем? То есть у нас есть идея, мы пишем о продукте на 3 листах. На 3 листах. То есть на самом деле, если каждому из вас дать описание нашего продукта на 3 листах, вы сразу поймете, что мы хотим сделать. Там нету никаких умных слов, там нету текстов из серии «Искусственный интеллект». Понимаете? Там описание продукта, как для обыкновенного человека. Вот зачем вам этот продукт, что он для вас сделает, почему вы должны им воспользоваться. То есть и ответ на 10 вопросов. То есть Гарвард, кстати, написал кейс про это уже. Сейчас на следующей неделе будет читать студентам магистратуры кейс про Каспи. Дизайн потом делаем, тестируем. То есть тестирование, дизайн – это очень важно. Сделали дизайн, прототип, протестировали, что-то не понравилось, снова. И таким образом мы тестируем продукт много раз. И в итоге во время тестирования дизайна могут оказаться какие-то вещи, потом мы возвращаемся снова и говорим, вы знаете, ну мы какую-то дурацкую идею придумали, здесь надо снова поменять. И мы меняем требования к продукту. Разработка. Ну, у нас работают фантастические разработчики. Очень часто про нас говорят, что мы работаем с какими-то там иностранными компаниями, какими-то консультантами. У нас все ребята наши. Мы этих ребят воспитывали. Я в Казахстане с 2005 года. То есть 18 лет. Вот, за 18 лет мы реально воспитали обалденную команду. У нас просто обалденные ребята, разработчики, поддержка, там, даже колл-центр. В общем, все реально классные ребята. И вот в итоге это, наверное, один из наших основных активов. И если сказать про то, что когда начинаешь разработку, чем лучше у тебя команда здесь, тем раньше ты можешь начинать разрабатывать. И в результате ты можешь быстрее запустить продукт. Многие запустили, поехали отдыхать в Турцию. На самом деле здесь как раз начинается все самое интересное. Потому что в этот момент ты начинаешь понимать, что ты сделал неправильно. Миллионы людей начинают им пользоваться. Ну и, соответственно, ты возвращаешься назад и говоришь, теперь мне надо что-то улучшить. И это самое интересное время, потому что как раз здесь ты начинаешь получать обратную связь от своих любимых клиентов, когда они начинают пользоваться продуктом. И
потом обратная связь тебе снова дает возможность для улучшения. И вот мы постоянно, каждый продукт, любой продукт, который вы пользуетесь, он проходит постоянно через этот цикл. И поэтому у нас такое ощущение, что мы сделали такие крутые продукты, но мы на самом деле делали их много лет. И когда мы делаем продукт сегодня, через 3 месяца добавляем одно качество, потом еще одно качество, еще одно. В течение года мы добавляем их 4. И когда вы смотрите назад, сегодня это прям такая гениальная вещь, которую придумали ядерщики физики. На самом деле это придумали простые ребята, мы, которые сидели и думали, как мы можем улучшить жизнь любимым клиентам, какие нам для этого технологии нужны и как мы их можем разработать. Вот, в итоге вот таким образом происходит разработка продуктов. Хочу показать на примере. Еще раз, это не ядерная физика, то есть имеется в виду, если вы слушаете клиентов, вы всегда получите обратную связь, которая может быть настолько простой, но она может быть безумно эффективной. Я очень часто слышу от компаний, он мне рассказывает 5 минут, что он сделал что-то классное, и он рассказывает, он реально влюблен. Понимаете, он влюблен в технологию, которую разработал, в продукт, который дизайн сделал. Но я его понимаю, там каждый продукт, это, наверное, как собственный ребенок. Но на мой вопрос, зачем он пользователю, или зачем он там партнеру или покупателю, часто люди просто ответить не могут. И вы не представляете, насколько много обалденных, простых, совершенно жизненных идей вы можете получить, если вы сядете на телефон. Вот вы являетесь руководителем компании или сотрудником, отвечаете за продукт или разработку. Сядьте на телефон и послушайте, когда вам клиенты звонят и задают вопросы. И вы получите совершенно бездонные возможности для улучшений. Kaspi Travel. Вот, мы его так запустили. У него есть очень классный функционал. Вот, соответственно, если вы просто не можете найти билет, мы говорим, ничего не найдено. И у нас тезис был такой, не найден билет, соответственно, зато же там можно полистать, даты, вы же сами все можете найти. И мы запустили такой простой функционал. Потом мы пообщались с нашим любимым партнером по оценке качества, именно по процессу, который я вам показал. Если звук будет. Хайрулкан Ернар, Берминду Ахтумус Дебалела Суда. Добрый день, можете уделить? Чего, кто, откуда? Меня зовут Алтана, и я звоню из Каспи. Вы прошли опрос в мобильном приложении Каспи KZ. По данному поводу можно будет один вопрос вам задать? Ага. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, что нам стоит улучшить в Kaspi Travel? Чтобы уведомления были, когда вот отсутствуют билеты, Да. приходило сообщение при появлении билетов. Обязательно учтем, постараемся улучшить. Да, удобно было бы. Конечно, понимаем и приносим свои извинения за предоставленные удобства. Спасибо вам за обратный. Это один простой звонок. Вот можно, конечно, сказать, что мы сделали обалденное количество, огромное количество крутых сервисов. Мы их, правда, сделали. Мы реально талантливая команда. Но вот такими простыми звонками можно получить обратную связь. Соответственно, мы и сделали красиво то, что попросили нас любимые клиенты. То есть, если ничего не найдено, мы добавили простой функционал, как получить уведомление в случае, если появится билет или цена по нему изменится. И пошел раунд следующий по обратной связи. Теперь, после того, как мы это сделали, мы же должны спросить. Мы спросили. Добрый день, Асель Желтыбаевна. Можете уделить минуту, пожалуйста? Слушаю вас. Спасибо. Меня зовут Айтана, я звоню из Каспи. Мы проводим опрос для улучшения качества обслуживания, и нам очень важно ваше мнение. Скажите, пожалуйста, насколько вы готовы рекомендовать сервис Kaspi Travel своим друзьям по 5-бальной шкале, где 5 обязательно? Спасибо большое, нам очень приятно. А скажите, пожалуйста, почему вы поставили такую оценку, что вам понравилось? Удобно. И то, что если нет билета, можно поставить уведомление, говорить, чтобы приходило на это. Спасибо большое. Нам очень Еще приятно. бы на этот, какие-то самые дешевые еще бы искали, или там, авиа всегда есть, если ранжировать там. Вообще авиа, наверное, не бывает дешевле. Мы приносим. Вот, и, соответственно, пользователи вот таким образом нам дают обратную связь. Улучшение началось с одной простой вещи. Послушать клиента, что он скажет, сделать простое улучшение и спросить потом, что он думает про это. И, конечно, самое главное в любой компании – это команда, объединенная миссией. То есть у нас технологии крутые, мы их сами разрабатываем. У нас любой человек, который работает в Каспи, я получаю огромное удовольствие от того, что работаю каждый день с людьми, которые умнее, чем я. И я думаю, они это знают. И это вообще классно.
И самое главное, то, что у нас есть, это команда, которая каждый день создает эти уникальные вещи и уникальные сервисы. И в итоге все это делаем мы в Казахстане для наших любимых казахстанских клиентов. Надеемся, что в будущем сможем также выйти на другие рынки. Но в первую очередь мы казахстанская компания, созданы в Казахстане. У нас 99,9%, наверное, наших сотрудников с Казахстана, а я сам с 2005 года, для меня это вторая родина после Грузии. Спасибо вам всем большое, ребят.